Всем привет! Нахожусь на острове, где выращивают ананасы. Это самый маленький остров среди Канарского архипелага Эль-Хьерро. Остров Эль-Хьерро имеет площадь 268,71 квадратных километров. Образовался около 1 миллиона 200 тысяч лет назад. После 3 последовательных извержений остров вышел из океана в виде треугольника высотой более 2000 метров. На протяжении многих лет существования острова здесь случалось как минимум 3 крупных оползня. Самым последним из них был оползень Эль-Гольфо, произошедший около 15 тысяч лет назад и повлекший за собой обрушение северного фланга острова. Так образовалась долина Эль-Гольфо. Череда событий уменьшили размер и высоту острова. В настоящее время самая высокая точка находится в центре Эль-Хьерро, в Мальпасо, на высоте 1501 метр. Здесь всего 3 муниципалитета, а численность населения составляет примерно 11 тысяч жителей. Муниципалитет Эль-Пинар расположен на южном склоне. Почти вся его территория является охраняемым заповедником. Название Эль-Пинар произошло от лесных богатств, так как эту часть острова занимают сосновые леса. Помимо экологической важности, Эль-Пинар имеет еще этнографическую ценность. Наибольшее количество следов от первых аборигенов Эль-Хьерро были найдены в этом районе. Эль-Хьерро – самый западный и самый южный из Канарских островов. Столица называется Вальверде, где есть морской порт и аэропорт. Муниципалитет Вальверде расположен на северо-востоке острова. Является самым крупнейшим и густонаселенным. Жители Эль-Хьерро ведут в основном сельский образ жизни, разводят скот и занимаются земледелием. Жемчужиной этого района является заповедный ландшафт, природный памятник Лас-Плайас. Огромный скальный утес с максимальной точкой 1075 метров над уровнем моря. Его называют амфитеатром Лас-Плайас из-за полукруглой формы. На вершине утеса расположен Мирадор. В нижней части природного амфитеатра левее впадины на побережье находится Рока де ла Бонанца. Это скальное образование является одним из символов острова Эль-Хьерро. Третий муниципалитет называется Ла Фронтера. Он находится в западной части острова, и большая его часть расположена в долине Эль-Гольфо.
Особой достопримечательностью является Эль-Сабинар. Это один из самых древних можжевеловый лес. Сабина, так называют можжевельник, растет высоко в горах. Если долина Эль-Гольфун находится под защитой горным утесом от пассатов, то здесь на вершине для ветра нет никаких препятствий. Его сила влияет на Сабину, тем самым можжевельник приобретает искривленный вид. Сабина также является символом Эль-Хьерро. У островитян Эль-Хьерро есть своя покровительница, образ которой хранится в святилище Богоматери Королей, или в народе называют Эрмитаж Девы Царей. Белоснежный храм находится в районе Ла-Дуэса де Сабиноса. Это участок горного плато, который практически необитаем и используется для выпаса скота. Первоначальный скит был построен в 1577 году. Внутри сохранился алтарь XVII века, где хранится образ Святой Богородицы и 3 мудрецов Востока. Побережье Эль-Гольфу является домом очаровательных уголков Фронтеры. Это местечко называется Ла-Масета. Здесь можно найти натуральные бассейны и площадки для барбекю. На территории Ла Фронтеры находится самый маленький в мире отель, настолько маленький, что был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Отель называется Пунта Гранде. О нем я сделаю отдельное видео в следующих выпусках. Все острова Канарского архипелага являются вулканического происхождения. Несмотря на то, что Эль-Хьерро считается одним из самых маленьких, он имеет самую высокую плотность вулканов – более 500 кратеров под открытым небом и еще 300 покрыты лавой. Интересным фактом является то, что на Эль-Хьерро древние картографы установили нулевой меридиан и назвали его меридиан Ферро. Ферро – это старое название острова. На протяжении долгих лет до 1884 года европейские мореплаватели использовали Эль-Хьерро в качестве нулевого меридиана. В 2000 году остров был объявлен ЮНЕСКО биосферным заповедником, а еще Эль-Хьерро является островом зеленой энергии. С 2014 года здесь работает гидроветровая электростанция, которая объединяет в себе 5 ветряных турбин и 2 резервуара для воды на разной высоте, а также сеть труб, ряд турбонасосов и гидротурбин. Верхнее водохранилище было создано в кратере потухшего вулкана. Другое водохранилище находится в муниципалитете Ла Фронтера. Про Эль-Хьерро говорят, что это остров с душой. Если Тенерифе считают островом вечной весны, то Эль-Хьерро – это остров вечной тишины. Здесь нет массового туризма, нет пробок и нет трафика. Тут наличие туристического жилья в ограниченном количестве.
Сюда приезжают туристы, которые хотят отдохнуть от суеты, или те, которые желают дополнить знакомство со всем Канарским архипелагом. Немало туристов путешествуют в одиночку и исследуют остров пешком. Надо сказать, что пеший туризм на Эль Хьерро очень популярен. Существует много пеших маршрутов по острову. Для экстренной помощи в разных уголках Эль Хьерро установлены спасательные будки СОС. Географическое положение и низкая плотность населения делают остров Эль Хьерро волшебным местом. Люди приезжают сюда, чтобы найти себя и зарядиться энергией. Это далеко еще не все, что я могу рассказать вам об Эль Хьерро. Следите за моими выпусками и до новых встреч!